Добро пожаловать в мою мастерскую! В этом видео сделаем с вами несколько ловцов снов в разных стилях. Я покажу варианты основ, плетения и украшений для них. Ловцы снов – отличный декор для комнаты и потрясающий подарок. Начнем с основы. Нам нужен круг. Предлагаю вам вот такие 4 варианта. Начну с этого из ветки ивы. Найдите длинную, ровную, тонкую ветку, очистите от отростков и листиков, и сейчас мы ее свернем. Немножко помните пальцами толстый кончик. Сформируйте кольцо и вот так оплетите ветку вокруг самой себя. Важно, до того, как использовать эту основу, ее нужно подсушить хотя бы пару дней. Другой вариант – сделать основу из картона. С помощью 2 тарелочек разного диаметра намечаю будущее кольцо. Вырезаю. Если у вас, как и у меня, картон тонкий, сделайте несколько слоев и скрепите их клеевым пистолетом. Еще один вариант – купить готовую деревянную основу в магазине для творчества. Там же вы можете найти пяльцы для вышивания и использовать внутреннее их кольцо. Чем и как оплести основу? Эту оплетать не будем, хороша и так. Для остальных возможны варианты – кружево, ленты, нитки, веревочки, любые декоративные элементы, которыми можно закрыть некрасивую часть основы. Картонное кольцо буду оплетать вот такой веревочкой. Завязываю на кончике петельку. За эту петельку мы будем вешать нашего ловца снов. И прикрепляю нить в любом месте основы. Теперь вот таким нехитрым способом, то и дело перекидывая нить, оплетаем нашу основу. Каждый новый виток должен плотно прилегать к предыдущему. Вот я доплела до начала, завязываю, отрезаю ненужные нитки, и этот вариант основы готов. Следующий вариант. Отмотайте побольше нитки и сложите ее вдвое. С этой стороны снова завязываем петельку для подвешивания ловца. Начиная с другого конца, смотайте нитку в клубочек. Так будет удобнее. Расположите нить вот так, обведите вокруг основы клубочек и достаньте его между нитями. Таким образом мы закрепили нить на основе. Теперь мы будем повторять одно и то же движение. Положите ниточку вот так сверху основы и через получившееся отверстие достаньте клубок. Затяните и подвиньте поближе к предыдущей петле. Оплетите таким образом всю основу. По всему периметру должно получаться вот такое ребрышко из узелков. Продолжаем в том же духе. У меня закончилась нитка, поэтому в последнюю петлю протягиваю ее несколько раз, таким образом закрепляя. Новую нить прикрепите к основе точно так же, как и в начале. Продолжаю обматывать. Доплетаю до конца. И завязываю узелок. Готово. Деревянную заготовку буду оплетать кружевом. Оно было снежно-белого цвета, и я окрасила его крепким черным чаем. После окрашивания его нужно немного сполоснуть и высушить. Обматываем кружевом основу чуть внахлёст.
кружево в процессе будет перекручиваться, нужно будет порой раскручивать его в другую сторону. Когда закончили, обрезаем и фиксируем капелькой клея. Получилось вот так. Теперь будем плести самого ловца. Можно взять мулине, ирис, любые натуральные нитки, лучше хлопковые. Главное, чтобы они не тянулись. Прикрепляю новую нитку к основе. Теперь нам нужно рассчитать длину шага. Для этого измерьте длину окружности и разделите на желаемое количество вершин плюс половина. Вот здесь, например, у меня 47 сантиметров, и я хочу 5 вершин, поэтому 47 делю на 5,5. Получается 8,5 сантиметров будет расстояние между вершинами. Для удобства можно сделать пометочки на основе. В этом случае я буду плести с помощью маленького клубочка. Положите нитку на основу вот так и через получившееся кольцо достаньте клубочек. Мы будем повторять это движение в течение всего плетения ловца. Если вы планируете добавлять бусины, наденьте их на нитку до того, как прикреплять ее к основе. Нить натягивайте, но не слишком сильно. Только что сделанный оборотик придерживайте второй рукой. Если вы все сделали правильно, то вот здесь должно остаться расстояние, равное половинке вот этого. Теперь будем оплетать только что сделанные ребрышки точно таким же движением. Переходим на следующий уровень. Плетем в том же духе до самой серединки. Сразу покажу другой вариант плести с помощью иголки. Я взяла крупную иглу с большим ушком и вдела в нее длинную нитку. В этом ловце я хочу более мелкий шаг и сделаю 9 вершин. Для этого длину окружности 68 см делю на 9,5. Сделали отметки и плетем точно так же, как и в предыдущем случае. Нитку сверху основы обводим вокруг, достаем через кольцо. Подвиньте нитку на нужное место и затяните. Быстро это движение выглядит вот так. Просто обводите иголку вокруг основы и достаете справа от нитки. Смотрите еще раз. Обвели вокруг основы, подвинули. Обошли вокруг и начинаем плести за ниточки, точно таким же движением. Плести с иголкой очень удобно. Если хотите добавить бусинку, просто наденьте ее на иголку и продолжайте плести. У меня закончилась веревочка, следующим шагом завязываю ее и добавляю новую нитку. Все узелочки рекомендую подстраховывать капелькой прозрачного клея. Чем ближе к серединке, тем более мелкими становятся отверстия. Вот здесь я решила закончить. Завязываю узелок. Здесь вы можете отрезать нитку и оставить в центре ловца отверстие. Я решила добавить туда последнюю бусинку. Снова завязываем узелок.
Все узелки, после которых отрезали нитку, фиксируйте капелькой клея. И последняя часть создания ловца – украшаем его. Самое простое – прикрепить несколько ниточек внизу и украсить их перышками или бусинками. Чтобы бусины не перемещались по веревке самовольно, фиксирую их капелькой из клеевого пистолета. С его же помощью прикрепляю перышки. Если у вас нет клеевого пистолета, перышки привязывайте, а бусины фиксируйте узелками. Для этого ловца я сделала вот такие кисточки из основной нитки и добавила бусин. Как сделать кисточку, я показывала в мастер-классе про сережки-кисточки. Ссылку на него и на мастер-класс с помпонами оставлю в описании под видео и вверху в подсказках. Этого ловца я решила оформить в стиле рустик с медными элементами, бечевкой и кружевом. Если хотите узнать, как сделать лунного ловца, пишите мне об этом в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал и оставайтесь на связи. До новых встреч в других видео!